понимания добра и зла полностью стерлись. Вот и начал я с просветленной темы, и в итоге много куда полетал. У меня нет внутреннего мира. Нет внутреннего мира. Но, может быть, мне реально стоило в таких тепличных условиях посуществовать, чтобы хоть как-то успокоиться. Эксклюзивное интервью для Ижица Records от Леши Баранова. Извините, я сегодня немножко не брит, что разнесло все вообще вокруг. Вот, не знаю, причастен я к этому или причастен ли к этому каждый. Сначала я открыл для себя Fruity Loops, но понял, что это фуфло. А потом открыл Bass Tracker, и это было уже мощно. Bass Tracker всем рекомендую, всем малолеткам рекомендую Bass Tracker. Здесь не находятся какие-то нарушившие закон люди или какие-то тяжелые преступники. Почему-то, если ты душевно болен, что ты тоже за себя в какой-то момент не решаешь, то ты должен быть полностью зачем-то изолирован от общества. Это тоже не совсем понятно. Пока здесь живу, выпустил 4 или 5 альбомов. Поскольку тут гастролей нет, то и не разносит, в общем-то, никак. Не разносит, и поэтому целых 5 альбомов выпустил. Раз не разносит на выступлениях. Директор идет. 25 лет я потратил на электронную музыку. И, конечно, вроде бы Ижевск — электронная столица музыки России. Но при этом я знаю только группу Родези. Вот никого я больше не знаю. Я себя не совсем причисляю к электронным музыкантам. Потому что начинал все-таки с Мазафаки я беспонтовый начинал, например. Экспериментальный чиллаут скорее. То есть это саундтреки к фильмам, серьезная студийная работа и так далее. Это больше относится к этому. В итоге я крестился, и меня начало жестоко разносить. И с тех пор не столько была война за крест, сколько война за то, чтобы меня хоть как-то пощадили от этого кошмарного ада, который я переживал. И происходило это лет 10. В итоге меня как следует залечили. Вот. И когда я полностью лишился внутренней составляющей, тогда я решил посвятить жизнь экспериментальной чиллаут-музыке и гастролям с ней. Вот, но не знаю насчет православного взгляда, мне кажется, православие портит культуру. Я в плане того, что если ты делаешь что-то самобытно интересное и пытаешься туда внедрить некий ортодокс, я там крутой ортодокс, я там монах или кто-то еще, это левая тема. Я выбрал экспериментальный чилл, но это мощно. Это зачем-то гасится на всех уровнях, но это и саундтреки, и супер снус помпым реки Яхве, и мега-любовь и так далее, но это гасится, это запрещается на всех возможных уровнях. Но на самом деле, как сказал Костя Кинчев, и когда сходило в солнце, солнцу говорили нельзя. Я как экспериментальный чиллаут-музыкант жестоко пострадал, но непонятно от чего. Вот они рубят этих 3 веселых ноты. Эти 3 веселых ноты — это принцип Адонай. Адонай с иврита переводится как Господь. То есть они, играя эти 3 веселых ноты, ловят Господа. Если эти ноты немножко раскидать по гармонии, получится чистейший воды гоа-транс. Окружающая действительность начинает отдаляться от этого. То есть никто эти 3 веселых ноты на самом деле особо и не хочет. Все хотят брутального рэпа, какого-то хардкорного мяса или чего-то. Лишь бы только не это. Никто не хочет слушать внутрь, так скажем, себя. Я наедине со своим умом. И в музыке я даже не ловлю там космический какой-то сверхразум. Я ловлю вот эти 3 веселых ноты и как-то их транспонирую, чтобы получалась все равно некая гармония. То есть то, что я писал в 14 лет, вдруг выстрелило качественным материалом в наше время с использованием искусственного интеллекта. Я вообще не знаю, что это такое, но оно дорабатывает музыку, дай боже. Но если вы просто пишете промпты, чтобы он для вас что-нибудь написал за 2 секунды, то и думаете, что вы при этом музыкант, то пиши пропало. В силу того, что я занялся не самой коммерчески успешной музыкой, я в окружающей материальной действительности не состоялся как минимум. Когда ты приходишь к высшим сферам действительности, они начинают тебя жестоким методом ломать. Не знаю, то ли они очищают для своего мира, то ли ты будешь выслан вон на попрание людям и тому подобное. У меня вообще это... Мамочки. Но
Ну, я не буду про психиатрию ничего говорить. Не буду ничего говорить про психиатрию. Это упоротый олень, но он мне всегда нравился, как я сюда поступил. Может быть, это отчасти даже про меня, но и не только. Ладно. Не в обиду никому сказано, но это упоротый олень. И давай я еще раз скажу про зайчиков за кадром. Иначе никак, иначе не... Уныние – тяжкий грех. Уныние – тяжкий грех. Вот. Ну, я и не скажу, что я сейчас какой-то задница мира. Потому что соблазнов тут нет. Кормежка 3 раза в день, спать есть где. И кибербомжом я, конечно, был в Новороссийске. После того, как я мощно кибербомжом потусовался в Новороссийске, у меня была фуфайка, респираторная маска, бензо, цепь на руке, которую я космично крутил. В итоге все вылилось в то, что появились навороченные технобомжи. То есть это с новыми технологиями какие-то депутаты внедрились в недра бомжей, и те стали... это было мощно. Это технобомжи. Вот, я считаю, я не зря эту тему прохавал. Не буду о ней рассказывать. Это была слишком закрытая и честная любовь. Может быть, конечно, не совсем честная. Мне постучался испанский друг и предложил с ним поработать. Мы вдвоем с чувачком с ЕКБ, он сам с Хакасии, писали очень много лет музыку. И скинули ему двойную работу на доработку. Двойную работу. Он доработал в Суно, буквально доработал мелочи. То есть, написал какие-то промпты, но с другой стороны шла работа. Понимаешь, если ты прописываешь промпты в Суно, какой ты нахрен музыкант? А здесь шла работа, здесь люди реально работали, причем работало 2 человека. Но он разочаровался полностью в этой культуре. Она говорит, это, вообще ничего не приносит, только разносит тебя в щепки. Но мне от этого деваться некуда, потому что если я с 14 лет этим занимаюсь и ничего больше не умею, мне деваться некуда. Я не страдаю синергией, не вижу звук, не слышу цвет. То есть у меня все равно аудиальное восприятие действительности. Все равно окружающая атмосфера влияет на музыку. Снова сделаю рекламу своей скромной студии The Elder Studio. Себя я уже позиционирую как Ionical Records, наше внутреннее ДНК. Вот. Его перекодирование через искусство и музыку и так далее. Я даже занялся немножко генетикой, изучаю биологию, от нечего делать здесь. Вот. В принципе, это биология и генетика с музыкой вполне сочетаемы, что я могу сказать. Grow, Брейден, grow. Все, что я могу сказать насчет своего внутреннего мира и насчет своих видений, это я могу только спеть 2 песни. Одна, говорят, заводит в уныние, а другая, наоборот, дает надежду на радость. Я их просто спою, а там вы сами уже выберете. Птал машину вдребезги, запрыгав по крыше. Вот. Эта песня в тюрьме мне очень помогала. Давайте. Не знаю, может быть, для кого-то она в душе откликнется гимном. This body holding me reminded me that I'm not alone, and this body makes me feel real eternal. All this pain is an illusion. Может быть, они даже как-то взаимосвязаны, но давайте вот послушайте просто. Душе моя, восстань, что спеши, конец приближается. За моими плечами, помимо 25 лет профессиональных занятий музыкой, еще 20 лет карательной психиатрии. Это крайне не радует, но сейчас я живу в режиме, где большой глоток воздуха. То есть это музыка на природе. Это я свободен в течение дня и так далее. То есть мне уже само государство на Алёша, дыши просто сказало. Я не знаю, но, видимо, за творчество в жизни надо выстрадать.
самый изолированный в тюрьме и дурки человек. Самый жестко запытаемый всеми возможными методами. Мы идем к тебе, да. Мы идем к тебе. Самое безумие. Меня жестко уничтожили. А я, оп, И ожил. и ожил, да. И светило больше, чтобы светить днем. Вот, но не больше ли светило меньше большего? Чтобы не полил их зной, чтобы не ранили их тарантулы. Как же тебе не стыдно-то, Алексей? Алексей VIII постыдный. Как? Life sentence. No release. Lee rhythm. Lee beats. No words, no plans, no future left. They took my name, I kept the sound. Padded walls, infinite track. I lost my mind. I want it back. Всю планету съели своим мегапросветлением. Это все задавало тенденцию. Я, конечно, тогда мы вот с Альбертом начали всю эту фигню. Но мы сыграли это как-то просто по-удмуртски, и все сразу схавали всем миром. Такие, да, бабочка, просветление, какой ништяк. Но потом не тут-то было. Как говорили у меня друзья на последних концертах в Ижевске, они говорили, успокойте кто-нибудь, пожалуйста, Лешу. Вот. И я реально обрел небольшой покой. Но если внутри нет покоя, ты не найдешь его нигде.